Здравствуйте, дорогие близнецы! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это ваш лунный гороскоп на следующую неделю, с 13 по 19 мая. Множество разных событий может вас поджидать. Давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали, и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые прогнозы. Мы начинаем! Понедельник, Луна в знаке Зодиака Рак, в вашем втором доме гороскопа, а это хорошее время, чтобы привести бюджет в порядок. Если вы планировали что-то копить, откладывать деньги на будущее, на отпуск, то понедельник замечательно для этого подходит. На вас могут нахлынуть воспоминания о прошлом, некая ностальгия, захочется посетить, возможно, родной дом, либо сходить в гости к своим старым друзьям, что-то им купить, приобрести какой-то подарок для кого-то из старого вашего окружения. Также Луна в Раке – это романтическое настроение. Вы можете купить какой-то подарок своему любимому человеку. С утра ваше настроение, дорогие близнецы, может скакать от капризности до радости, от слез к смеху. Поэтому, пожалуйста, контролируйте свое поведение, чтобы никому его не испортить. Луна в Раке призывает нас верить обещаниям. Обещаниям наших друзей, наших любимых людей, родственников. Но все-таки эти обещания могут не сбыться. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, если какое-то обещание не исполнится. Также второй дом гороскопа – это то время, когда нужно проявить способности и таланты, чтобы заработать. Если вы занимаетесь искусством, дизайном, каким-то творческим проектом и все время не знали, где это воплотить или как на этом заработать, то в понедельник вы можете что-то попробовать. Либо прорекламировать то, чем вы занимаетесь, либо спросить консультацию у людей, которые тем же занимаются, чем и вы. Вторник и среда, Луна в знаке Зодиака Лев, в вашем третьем доме гороскопа, а это хорошее время для общения с кем-то. Активны вы будете, оптимистичны вы будете настроены на какие-то встречи или переговоры. Либо вы отправитесь в какую-то поездку в эти 2 дня, либо за город, либо в командировку, либо по каким-то делам поедете. Опять же, на каком-то транспорте. Это может быть свой автомобиль, либо общественный транспорт. Затем третий дом гороскопа – это бумаги, это справки, это документы. Может быть, в течение этих 2 дней кто-то из вас решится продлить какие-то документы, медкнижку, загранпаспорт, либо получить какие-то справки, какие-то выписки из банка. В любом случае, если вы запланировали сделать какую-то бумажную волокиту, заняться этим, то вторник и среда – хорошее время, подходит именно для этого. Затем усиливается организаторская способность, когда Луна во Льве. Вы можете организовать какой-то праздник, либо какую-то поездку с братом, с сестрой, с кем-то из родственников по третьему дому. Также это хорошее время, чтобы обратиться к начальству с какими-то новыми предложениями, о сотрудничестве обратиться, либо обсудить что-то с вашим руководством, либо график работы, либо отпуск. Вот эти 2 дня хорошее время для того, чтобы как раз поднять эти вопросы. Ну и также полезно заниматься чем-то интеллектуальным, благодаря чему наш мозг начинает развиваться, кипеть, бурлить и не деградирует. Почитайте книгу, почитайте что-то философское, психологию, что-то полезное для вас. Прокачайте свой мозг в эти 2 дня. Четверг, пятница и суббота, Луна в знаке Зодиака Дева, в вашем 4-м доме гороскопа, а это тяга, да даже не то, что тяга, а желание помочь вашим родителям, в особенности маме по 4-му дому. Вот как-то вы захотите влезть в дела родителей и решить там какие-то вопросы. Либо протянуть руку помощи, либо проконсультировать, либо посоветовать что-то родителям. Но опять же, некоторые из близнецов будут навязчивы. Вы сможете решать проблемы родственников путем прям проникновения в их личное пространство. Поэтому, пожалуйста, все-таки советы советами, но держаться от решений нужно вам подальше. Пусть человек решает все-таки все сам. 4-й дом гороскопа – это все, что связано с переездами, поэтому эти 3 дня хорошо подойдут, если вы будете искать какие-то варианты аренды жилья, вы можете найти хорошую квартиру или хороший дом, или вы планировали съездить в отпуск за город, вы можете найти хороший номер в отеле. Затем Луна в Деве – это состояние, когда мы немного нервозны, когда мы немного критичны, а критичны к каким-то неточностям, поэтому все, что будет касаться цифр,
или все, что будет касаться информации касательно недвижимости, жилья, именно в эти 3 дня, вот вам очень нужно четко быть готовым к тому, что, возможно, какие-то цифры или какая-то информация будет неточная. Проверяйте, дорогие близнецы. Также в эти 3 дня, дорогие близнецы, полезно исправить какой-то свой рацион, режим питания, режим сна. Все, что связано с пищеварением, этим занимается Луна в Деве. Поэтому, если вы планировали сесть на диету, кушать только овощи и фрукты, то в эти 3 дня вы сможете как-то расписать свой план действий, что покупать, какие продукты буду использовать, а какие больше не буду есть. Вот займитесь также и этим. Ну и Луна в Деве – это не лучшее время для того, чтобы выяснять отношения с любимым человеком. Я вам не советую ставить какие-то точки, принимать решения, потому что когда Луна в этом знаке зодиака, все ошибки нашего партнера удваиваются в наших глазах. Мы можем вскипать просто от какой-то мелочи. Поэтому, пожалуйста, любые выяснения отношений с любимым человеком лучше перенести на следующую неделю. Воскресенье, Луна в знаке зодиака Весы в вашем 5-м доме гороскопа. А это хорошее настроение, это стремление к контактам, к развлечениям, к какой-то красоте. Вы захотите посетить концерт, либо какой-то театр, либо выставку. Что-то вот вне дома. Захочется пройтись просто по городу, по каким-то приятным местам. Это хороший будет выбор, дорогие близнецы. 5-й дом гороскопа – это все, что связано с детьми, поэтому вы можете что-то купить детям, что-то красивое, какой-то сувенир, либо сделать своими руками что-то, либо вместе с детьми куда-то отправиться. Может быть, не знаю, какой-то детский кружок, либо на какую-то площадку спортивную, где вы там ни разу не были или давно не были. Вот вы захотите там немножечко поиграться с детьми. 5-й дом гороскопа – это творчество, это хобби. И здесь вы можете сложно принимать решения касательно своих дальнейших планов. Именно в творчестве и именно в вашем хобби. Потому что Луна в Весах – это состояние, когда решительность слабеет у нас. И мы можем сейчас не понимать, а вот нужно мне этим заниматься или не нужно, а может быть отложить и заняться другим. Вот важно, близнецы, и воскресенье все-таки поставить какой-то приоритет, к чему вы сейчас будете стремиться в ближайшие несколько месяцев, и прям действовать. Не распыляйте, пожалуйста, свою энергию, иначе вы ничего не успеете. И 5-й дом гороскопа – это выступление, это шоу, это презентация. Если вы где-то будете выступать в ближайшее время, либо организовывать какое-то мероприятие, праздник, у вас должно все получиться, дорогие близнецы. Удачи вам! Дорогие, милые мои близнецы, в начале недели я советую пересчитать все ваши денежки и не тратить лишнего, потому что все-таки финансы могут вас подвести, если вы будете их тратить налево и направо. В середине недели решите какие-то вопросы, связанные с документами и проблемы внутри семьи. Может, даже что-то с жильем связано. У вас будет на это энергия. А ближе к выходным займитесь хобби, творчеством, прогуляйтесь по приятным местам, пообщайтесь со своими детьми. Ну, либо организуйте какой-то праздник, у вас все получится. Эта организаторская способность у вас будет весь день. Спасибо большое вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка под этим видео. Там на ежедневной основе выпускаются маленькие гороскопы. Надеюсь, что те советы, которые я там публикую, вам пригодятся. Еще раз, дорогие близнецы, крепкого здоровья, удачи и стремления только вперед. У вас все получится. Самое главное – видеть цель и не видеть препятствий. Всем до свидания.